Прости, кажется, я перебрал. Давай я вытру. Ничего, все в порядке. Меня, кстати, зовут Колин. Я Питер. Может, прогуляемся? Меня очень возбуждает, когда парень связан. Меня тоже. Возьми их в рот. А? Тише, все хорошо. Я ведь на самом деле не гей. Хочешь, покажу тебе, что я приготовил? Здесь у меня нож, перчатки и одежда, если это испачкается. Я убил его пластиковым пакетом. Я надел его ему на голову, и он задохнулся. То, что вы сейчас услышали, не является художественным вымыслом. Это произошло на самом деле. 16 марта 1954 года родился мальчик, который спустя несколько десятилетий, уже будучи мужчиной, по человеческому обыкновению загадает на Рождество желание. Но оно будет отнюдь не волшебным, а страшным и жестоким. Стать серийным убийцей. Мужчину, загадавшего это желание, зовут Колин Айрланд, и он исполнит его необычным для маньяка способом. Целью Колина станут не женщины и даже не дети, а гомосексуалы. Необычным, потому что все это произошло в 90-е годы прошлого столетия, когда надеяться на широкую огласку и сочувствие общественности геи особо не могли. И я вам скажу больше. Колин звонил в полицию после убийств и не просто сообщал им о совершенных зверствах, но и ругал за их бездействие. Все это добавляет интересности в произошедшую историю ужасов. И поверьте мне, серия убийств – это лишь последние мотки в запутанном клубке истории Колина Айрланда, который мы сегодня размотаем до самого конца. Меня зовут Денис. Присаживайтесь поудобнее, это путешествие станет незабываемым. Отнять одну жизнь – это возмутительно. Отнять 5 жизней – это резня. Вы выразили желание, чтобы вас считали серийным убийцей. Это должно соответствовать вашему пожизненному заключению. Психологи утверждают, что все поступки и проблемы человека уходят глубоко корнями в детство. И что же должно было произойти в жизни маленького Колина, что в будущем он начнет расчетливо и хладнокровно убивать людей, считая человеческие жизни как минуты до наступления звездного часа? Да много чего. Бедность, мать-подросток, частые переезды и смена отчимов и домогательства педофилов. Но начнем по порядку. Так уж случается, что дети рождаются у подростков. И самое печальное в этом то, что родителям незапланированные дети оказываются не нужны. Матери Колина Айрланда было всего 17 лет, когда она родила его. И по обыкновению в таких случаях отец сбежал от них. Мама Колина, ввиду отсутствия образования, перебивалась с копейки на копейку. Денег так сильно не хватало, что первые 5 лет жизни Колина они жили у ее родителей. А затем вернулись в город Кент, где для маленького Колина началась волна настоящих потрясений. Денег все так же не хватало. За 6 лет они сменили дом 9 раз. И поверьте, не от лучшей жизни. Колин вспоминал, как однажды им пришлось жить в доме для бездомных женщин и детей, который он описал так. Этот дом был олицетворением деградации. На самом деле, вся эта история с переездами из одного дома в другой, от родителей и обратно к ним, настолько масштабная, что невольно начинаешь сочувствовать маленькому Колину. Ладно, еще бы это были обычные переезды, но постоянная нищета. Постоянное чувство того, что ты везде не свой, ведь вместе с переездами он менял школу, не могут позитивно сказаться на ребенке. В возрасте от 5 до 10 лет он сменил 6 школ. Он всегда был новеньким, а его худое, долговязое телосложение и кривые ноги делали его мишенью для хулиганов. Колин старался избегать школы. Когда его заставляли идти, он опаздывал. Позже он вспоминал свое наказание. Наказанием за постоянное опоздание была розга. Я удивлен, что вырос садистом.
а не мазохистом. Поэтому его образование и социальные навыки сильно пострадали от такой жизни. А также стоит добавить то, что мать Колина все это время увлекалась не только работой, но и мужчинами. И Колин сменил несколько отчимов, от одного из которых его мать снова забеременела. Но смена отчимов бледнеет по сравнению с тем, что во время беременности его матери Колин стал обузой, лишней статьей расходов, которую она не могла себе позволить, и поэтому отдала его под опеку. Для вас и для меня не новость, что старшие дети зачастую испытывают недостаток любви от родителей, и это негативно сказывается на них. А здесь только подумайте, новый ребенок еще не родился, а Колина уже отдали под опеку. И хорошо, что забрали обратно, но какой след остался в его душе после этого, стоит только гадать. В детстве они подвергаются значительному насилию, часто сексуальному. И этот писатель при описании 10 черт серийных убийц оказался прав. Маленький Колин целых 4 раза подвергался нападкам мужчин-педофилов. Первая нападка произошла, когда Колин работал на ярмарке в качестве летней подработки. Мужчина предложил ожерелье для его матери в обмен на половой акт. Вторая, когда Колину было 12 лет, в общественном туалете мужчина выглянул из кабинки и наблюдал за ним. Этот мужчина не был геем. Он был педофилом. Таким же был и первый. Третья нападка случилась в кинотеатре. Он встретил знакомого окулиста, который попросил его о половом акте. И четвертая была от продавца в комиссионном магазине. Стоит отметить, что Колин каждый раз сопротивлялся этому, и ни разу дело не дошло ни до физического, ни до сексуального насилия. Но, судя по всему, это и стало отправной точкой для Колина в выборе жертв. В его представлении гомосексуал, занимающийся садомазохизмом, стал похож на педофила, у которого похожие отношения со своей жертвой. И то, и другое – отношения власти и молчаливого согласия. Представьте, перед вами лежит книга, в которой описаны все способы, с помощью которых преступник может избежать наказания за убийство и попросту не быть пойманным полицией. Стоит ли уничтожить эту книгу? Будет ли виноват автор этой книги в том, что какой-то преступник намеренно воспользуется описанными способами? Я думаю, что к общему ответу мы не придем, потому что мой ответ на оба этих вопроса – нет. Но я думаю, что вы можете ответить иначе. Перед вами та самая книга от бывшего агента ФБР, по которой Колин Айрланд изучал серийных убийц. После того, как это стало известно общественности, поднялся настоящий скандал. А методы, по которым Колин скрывался от полицейских, он подчерпнул из криминального телесериала The Bill. Этот мини-раздел я ввел в ролик лишь с одной целью. Каким бы тяжелым и трогательным ни было детство Колина, он не заслуживает сочувствия. К убийствам он подошел максимально хладнокровно, обучаясь на примере таких же убийц, как и он. А что касаемо этих произведений, в подобных случаях в моей голове сразу же возникает одна емкая ассоциация. Представьте, вы держите в руках топор. С помощью него вы можете нарубить дров или нарубить... И все зависит лишь от вас. Он был очень фактичен в своих действиях, как будто описывал действия кого-то другого. Абсолютно никакого сострадания. Я не заметил особой ненависти. Это был просто факт. Я пошел в магазин и купил это. Зашел в квартиру и убил его. Это был просто факт. Откровенно слабое образование и асоциальный образ жизни сыграли свою роль, и уже в 16 лет жизнь Колина начинает стремительно падать с обрыва. Именно в этом возрасте он совершил свое первое преступление. Чтобы сбежать в Лондон, он украл 4 фунта стерлингов. Его поймали и в качестве наказания отправили в специальную школу, которая принимала под опеку мальчиков с интеллектуальными и эмоциональными проблемами. И если Колина дразнили и запугивали даже в обычной школе, то в окружении таких вот подростков все это повторилось вновь. А Колин не отставал и в отместку поджег вещи одного из мальчиков. Таким образом он оказался на улице и, как и хотел, сбежал в Лондон, где бездомный и без гроша в кармане
прибегнул к грабежу и вновь оказался в исправительной школе, только куда более строгой и жестокой. Но и оттуда он сбежал, а пойманный отбывал наказание в еще более строгих исправительных колониях и с наступлением 18 лет был освобожден. И если адекватного человека такое путешествие по исправительным колониям заставит задуматься, то Колина... Как говорится, умные мысли преследовали его, но он оказался быстрее. В попытке свести концы с концами Колин перепробовал несколько работ. Но ведь работа требует определенного подхода, например, наличие желания работать. Или ответственности, да много чего другого. Судя по всему, у Колина ничего из этого не нашлось. Сначала его приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за угон автомобиля, нанесение ущерба и 2 взлома. Через год после освобождения снова был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, только уже за вымогательство. А затем сел на 2 года в тюрьму за ограбление. И вся жизнь Колина пошла по накатанной. Осужден за попытку обмана, осужден за мошенничество. И при всем этом у него были женщины, да еще и с детьми. Но и здесь он не мог похвастаться чем-то хорошим. Одной из жен он изменял, а над второй физически и психологически издевался. Джанет, вторая жена Колина Айрленда, вспоминала. Однажды ночью он выгнал ее из их спальни. Она ушла в другую. Он пришел и в нее и разбил лампочку. В темноте он двигался из угла в угол. Когда он кружил вокруг нее, он издевался над ней, говоря: «Я здесь, я здесь». А перед тем, как Колин исчез из жизни Джанет, он обчистил ее дом и банковский счет. Он буквально оставил свою жену без денег. Она даже не могла заплатить за проезд на автобусе домой, и Джанет с детьми была вынуждена жить в общежитии для бездомных. И однажды после смены еще нескольких работ, но не добившись ничего, Колин Айрленд, осознав всю никчемность своей жизни, решил окончательно изменить ее. Он принял решение на Новый год 1993 года, которое будет стоить жизни 5 невинным людям. Он хотел занять свое место в истории как серийный убийца. К сожалению, он этого добился. Колин Айрленд убил 5 геев. 5 потому что это то число жертв, когда убийца получает статус серийного убийцы. И выбор Колина выпадал только на тех мужчин, которым нравилась пассивная роль и садомазохизм. Они были самыми легкими целями, а своих жертв он находил в гей-пабе по одному примечательному признаку. Геи, предпочитающие пассивную роль, в то время обозначали себя платком, свисающим из заднего кармана штанов. Я думаю, что гей-сообщество – это легкая добыча в этом отношении. Такой образ жизни способствует эксплуатации. Очевидно, что между людьми, которые согласны на это, должен быть определенный элемент доверия. А в этом случае это доверие было предано. Возможно, Колин считал людей легкой добычей. И такой паб оказался идеальным местом для исполнения мечты Колина Айрленда. В тот вечер я пошел в Кольхерн и почувствовал, что если ко мне подойдет кто-то из группы, которая обычно вызывает у меня какие-то чувства, то есть мужчины-мазохисты, то я с большей долей вероятности убью его. Первой жертвой Колина стал Питер Уокер, 45-летний хореограф, проливший на него свой напиток. Мартин Финниган, один из первых детективов, прибывших на место убийства Питера Уокера, отметил: Питер лежал на кровати, накрытой одеялом, на котором в позе 69 лежали несколько плюшевых мишек. На его запястьях и лодыжках были следы от веревок. Колин привязывал Питера к кровати, а перед этим устроил прелюдию. Заткнул ему рот связанными презервативами. А затем, как вы можете помнить из вступления, показал свой набор для убийств, в котором были нож, перчатки и сменная одежда. Колин жестоко избил Питера ремнем и кулаками. Затем он надел ему на голову пластиковый пакет. Когда Питер был близок к тому, чтобы задохнуться, Колин Айрленд снял его. И как только Питер пришел в себя, Айрленд надел его снова. Он повторял это вновь и вновь. Убийца очень наслаждался своей властью. Он даже сказал Питеру, что тот скоро умрет. В конце концов, Колин так и не снял пакет с головы жертвы.
А позже, после признания, сравнил кайф от своего первого убийства с потерей девственности. Очищая квартиру от любых улик, Колин обнаружил, что Питер был ВИЧ-инфицирован. Разгневанный, он засунул презерватив в рот убитому, а другой в ноздрю. А также положил на Питера 2 плюшевых медведей в позе 69. В 7 часов он ушел. Смешался с толпой и просто растворился в неизвестности. А вот как Колин Айрланд вспоминал то утро. Я помню, как шел по дороге и думал, что они, должно быть, видят по моему лицу, что я только что кого-то убил. Колина так волновала известность, что позже он позвонил общественникам и сказал им, что запер собак Питера Уокера и их нужно освободить. А затем в газету The Sun и спокойно рассказал редактору о том, что он сделал. Я дал себе новогоднее обещание убить гомосексуала. Он был гомосексуалом и увлекался извращенным сексом. Тебе ведь нравится все это, не так ли? И поскольку Колин Айрланд был безработным, чтобы возместить ущерб от уничтожения испачканной одежды, он украл деньги с банковской карты Питера Уокера. Во время своих ранних преступлений он привык возмещать себе расходы на их совершение. Телефонный звонок Айрланда в газету The Sun явно указывал на то, что это убийство могло стать не последним. Поэтому Мартин Финниган, детектив, чьи комментарии вы видите весь ролик, выступил с телевизионным обращением к геям. Но это оказалось безрезультатно из-за недавнего постановления в Британии, делающим садомазохизм между взрослыми людьми по обоюдному согласию незаконным. Любые свидетели могли быть привлечены к ответственности, и многие в гей-сообществе считали, что полиция гомофобна. После обращения прошло 10 недель, а полиция так и не добилась результата. Расследование фактически было отложено. Через 2 месяца Колин Айрланд вновь захотел убить. В том же самом баре он встретил 37-летнего библиотекаря Кристофера Дана. Кристофер сказал, что ему нравится доминирование, и они пошли в его квартиру. Там они посмотрели садо-мазо-порно, а затем Айрланд связал свою добровольную жертву. Кристофер лежал лицом вниз, со связанными ногами и в наручниках, а Колин прижигал его огнем от зажигалки. Кристофер подумал, что пин-код от его банковской карты остановит Колина. Но этого не произошло. Убийца задушил его куском веревки. И вновь Колин Айрланд оказался вне подозрений. Его жертва жила в другом районе города, поэтому убийством занялась другая группа полиции, которая не связала его с убийством Питера Уокера. И вообще предположила, что смерть Кристофера Дана произошла случайно, во время ролевой игры. Что только не происходит во время сексуальных игр, даже убийства. И если подобное только лишь с натяжкой можно назвать гомофобией, то следующее убийство, точнее халатное отношение к нему, кроме как гомофобией, и не назовешь. То, в какой позе лежало тело, было явно немного необычно. И мы были немного удивлены, когда связались с семьей и обнаружили, что у умершего не было никаких явных признаков гомосексуальности. Спустя 6 дней после убийства Кристофера Дана, Колин Айрланд вернулся в тот же самый бар и познакомился с 35-летним Перри Брэдли III, бизнесменом и сыном известного техасского чиновника. Это и сыграло злую шутку. Из-за высокого статуса жертвы убийство хоть и попало в заголовки газет, но чтобы защитить семью Перри Брэдли III, его гомосексуальность не была раскрыта. Поэтому не было установлено никаких непосредственных связей между убийством Брэдли и 2 предыдущими убийствами. И это означало, что расследованием убийств занимались 3 отдельных команды полиции. Но когда они поняли, что все 3 жертвы посещали один и тот же паб, связи начали всплывать. Как и Уокер, Брэдли был ограблен. И само убийство Перри Брэдли III, как и предыдущие, отличалось особой жестокостью. Когда мужчины пришли в квартиру, Айрланд предложил связать Брэдли. И несмотря на нежелание быть связанным, Колин смог его уговорить. И таким образом Перри оказался связан на собственной кровати, лицом вниз, с петлей на шее. После этого Колин потребовал деньги и пин-код от банковского счета под угрозой пыток. Айрланд заверил Брэдли, что он всего лишь вор,
и уйдет, как только украдет деньги. И каждый раз я представляю, как Перри выдохнул, когда Колин получил свое и ушел спать, потому что он не собирался покидать квартиру в течение нескольких часов. Но спокойствие Перри продлилось недолго. После того, как он уснул сам, Айрланд на мгновение подумал о том, чтобы оставить жертву невредимой, но мгновенно понял, что Перри сможет его опознать, и задушил его петлей, которую ранее надел на его шею. И перед тем, как покинуть квартиру, Айрланд положил куклу на тело жертвы. Его мотивом была слава, а не сексуальное удовлетворение. Он был не столько серийным убийцей, сколько смертельной пародией на него. Колину Айрланду посвящено множество статей и расследований. Ролики про убийцу геев набирают сотни тысяч просмотров. Но это сейчас. А тогда его преступления не получили никакой огласки. И Айрланд, разгневанный этим, решился на новое убийство всего лишь через 3 дня. Можно ли было его остановить, если бы он получил желаемую известность? Спорный вопрос. Но именно раздраженность Айрланда сыграла с ним злую шутку. Его 4-й жертвой стал 33-летний Эндрю Коллиер, который также оказался привязан к собственной кровати, но отказался дать Колину банковские реквизиты, из-за чего и был убит вместе со своей кошкой. И в этот раз Айрланд особенно жестоко поиздевался над телом. Он надел презерватив на пенис Коллиера и насадил на него рот мертвой кошки, а ее хвост поместил в рот мужчины. А затем он позвонил в полицию и спросил, почему они не связали 4 убийства. «Зачем вы это делаете?» Я решил проверить, потому что прочитал несколько книг о серийных убийцах. И, понимаете, я задавался вопросом, можно ли стать убийцей и избежать наказания? Но какова была ваша цель во всем этом? Просто проверить, можно ли это сделать. Поэтому я попрощаюсь с вами, чтобы вы с этим справились. Пока-пока. Обычно в фильмах и сериалах местоположение убийцы по телефонному звонку успевают отследить, но Колин совершил другую, совершенно случайную оплошность. Что бы вы сделали, если бы услышали шум в 1:00 ночи? Вы бы встали с кровати и посмотрели в окно. Когда Айрланд и Коллиер зашли в квартиру, на улице послышался шум, и оба мужчины подошли к окну, чтобы посмотреть, что происходит. Айрланд взялся за горизонтальную металлическую перекладину возле окна, а позже он забыл протереть ее, чтобы снять отпечатки пальцев, и полиция обнаружила эти отпечатки. И на этот раз детективы, которые занимались расследованием предыдущих убийств Колина, наконец-то объединились, но это не уберегло последнюю жертву. Люди стали по-настоящему параноидальными. В обществе царило настоящее чувство страха. Только после 5-го убийства полиция выступила публично с заявлением. На полуночной пресс-конференции гей-сообщество было предупреждено, что они стали объектом преследования. Была надежда, что если Айрланд находится в квартире другой потенциальной жертвы, и они смотрят телевизор, то жертву можно спасти. Но весь ужас ситуации заключается в том, что Колин уже сделал необходимое количество убийств, чтобы в будущем его признали серийным убийцей. И поэтому, вероятно, 5-я жертва, Эммануэль Спитери, стал последним. И сам Айрланд это подтверждал. Я прочитал много книг о серийных убийцах. Я думаю, что ФБР классифицирует серийных убийц после 4 жертв. Так что теперь, когда я убил 5, я могу остановиться. Несмотря на все меры предосторожности, Айрланд не мог остаться незамеченным. Когда Колин и Спитери ехали на поезде домой, их путь пролегал через станцию, которая совсем недавно была оснащена одной из первых камер видеонаблюдения в Лондоне. И благодаря этому полиция получила снимок Колина Айрланда, который распространили так масштабно, что даже на работе коллеги Колина заметили его сходство с убийцей. Когда дело запахло жареным, Колин Айрланд отправился к своему адвокату и придумал целую историю. Он был со Спитери, и это запечатлела камера видеонаблюдения. Но не он убил его. Колин утверждал, что придя в квартиру Эммануэля, он встретил там другого мужчину. Объяснив им, что не хочет секса втроем,
Он извинился и ушел, но полиция арестовала его. И взяв отпечатки пальцев, они предъявили Колину Айрланду обвинение в убийстве 4-й жертвы, а 2 дня спустя и в убийстве последней. Мы решили изначально предъявить ему обвинение только по 2 убийствам, потому что он хотел прославиться как серийный убийца. И мы чувствовали, что предъявление ему обвинений только по 2 убийствам вызовет у него немало разочарования. Поэтому мы так и поступили и стали ждать, чтобы посмотреть, как будут развиваться события. И после суда все так и произошло. Колин Айрланд заявил, что хочет признаться. Я серийный убийца геев. Колин Айрланд поплатился за то, что захотел стать известным. 20 декабря 1993 года он был приговорен к 5 пожизненным срокам лишения свободы и умер, проведя в тюрьме 18 лет своей жизни. Я думаю, что эта история могла бы закончиться намного раньше, если бы общество и полиция, в частности, не были бы гомофобными. Убийства геев с самого начала получили бы огласку, а полиция с самого начала связала бы их друг с другом. А сами геи, которые неоднократно видели Колина Айрланда в пабе, могли бы спокойно обратиться в полицию, не опасаясь за свои жизнь и здоровье. И все это является следствием того, когда государство не просто не поддерживает самые уязвимые группы общества, но и криминализирует их. Но это лишь мое мнение, а ваше мнение я бы хотел услышать в комментариях под этим роликом. В этот ролик я вложил огромное количество сил и времени, поэтому поддержите его любым доступным способом. Лайк, комментарий или подписка. А также напишите, хотели бы вы видеть подобные ролики чаще. Меня зовут Денис, я был безумно рад с вами увидеться. Хочу рассказать вам о том, что у меня есть Boosty, где за небольшую плату вы можете увидеть мои ролики раньше их выхода на YouTube. А еще я озвучиваю увлекательную, трогательную и актуальную аудиокнигу. Спасибо большое за просмотр. Увидимся и услышимся совсем скоро в новых роликах и в новых главах аудиокниги. И огромное спасибо моим лапочкам, моим платным подписчикам: Джараяна, Максим Устинов, Владислав Ташкент, Тех, Александр, Георгий Ишбаев и Коргиус. Обнимаю каждого из вас. Я вас обожаю. Пока-пока. Пока.